Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого красивого медвежонка. Медвежонок с цветочком. Мы уже с вами вместе вязали вот таких заек. И на основе этих зайчиков я связала вот такого медвежонка. До 11 ряда все вяжется одинаково, и потом уже, когда вывязываем голову, здесь уже меняется. Вяжем мордочку и сразу вывязываем ушки. Те, кто не любят пришивать детали, то вам как раз можно связать вот такого медвежонка, так как у него вообще нет пришивных деталей. У зайчика мы пришиваем ушки, а у медвежонка все сразу вывязываем. И вот получается такой очень красивый медвежонок с цветочком. Ссылку на мастер-класс я вот этих зайчиков оставлю на видео, и под видео переходите, вяжите, если вам понравился такой зайка. Сегодня будем вязать вот такого медвежонка. Сейчас покажу по сантиметрам. Вот по сантиметрам 9 сантиметров. Игрушка небольшая, естественно, расход пряжи тоже небольшой, и медвежонок может самостоятельно стоять. Вяжем его быстро и легко, так как у него вообще нет никаких пришивных деталей. И давайте вместе с вами сегодня свяжем вот такую красоту. Для медвежонка я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и беру крючок 4 миллиметра. Вначале я вставлю видео, как мы вяжем такого зайчика, потому что зайчик и медвежонок до 11 ряда, вот до вот этого, они вяжутся одинаково. Начинается изменение уже здесь в голове с 11 ряда. Начинаем вязать снизу вверх, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Получилось 16 столбиков. Третий ряд. 2 столбика, 1, 2. Теперь вывязываем ножку из пышных столбиков. 4 пышных столбика, 1, 2, 3, 4. 4 столбика с накидом провязываем с одной общей вершиной. Это первая ножка. Теперь 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вторая ножка. Снова 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4 и одна общая вершина. Это вторая ножка. Далее 5 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5. Теперь хвостик. Снова 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И одна общая вершина. И довязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Количество столбиков не поменялось, 16. Теперь 4 и 5 ряды вяжем по 16 столбиков. И вот провязали 4 и 5 ряды по 16 столбиков. Теперь 6 ряд. В этом ряду начнем вывязывать лепестки у цветочка. 3 столбика без накида. 1, 2, 3 не до конца. Беру цвет лепестка. И провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3 и с одной общей вершиной. И завершаем основным цветом. Теперь 1 столбик без накида, не до конца. Снова берем цвет лепестка. 3 столбика с накидом. 2, 3 и с общей вершиной. Меняем цвет на основной. И довязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так. И вот что получается. Эти лепестки располагаются посередине. Вот. Далее 7 ряд. Начинаем вязать основным цветом. 3 столбика. 1, 2, 3 не до конца. Переходим на цвет лепестка и вывязываем лепесток. 3 столбика с накидом. 2, 3, одна общая вершина, но меняем цвет на цвет серединки цветочка. Снова 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И общая вершина. Меняем цвет на цвет лепестка. Лепесток тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Общая вершина. Меняем цвет на цвет тела. Основной цвет.
И довязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь желтую пряжу отрезаем и связываем на 2 узелка. Вот что получается. 8 ряд. В этом ряду заканчиваем вывязывание цветочка и вывязываем ручки. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь вывязываем ручку. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ее нужно присоединить вот внизу возле цветочка. Вот. За столбики делаем такую соединительную петлю. Вот мы присоединили ручку, сделали так, вот присоединили, петельку не вытянула, сделали воздушную петлю для подъема. И теперь по цепочке из воздушных петель нужно провязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю воздушную петлю я делаю соединительную петлю. Вот такая получилась ручка. Далее продолжаем вязать цветом тела. В лепесточек провязываем вот столбик без накида, но завершаем его цветом цветочка. И над серединкой вывязываем еще один лепесточек, 5. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И общая вершина. Снова переходим на основной цвет и вяжем столбики без накида. 1, 2, 3. Теперь здесь нужно вывязать вторую такую же ручку. Цепочка из 6 воздушных петель. Эту ниточку можно отрезать, чтобы не мешала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тоже ее присоединяем внизу возле лепесточка. Соединительной петлей. Так, присоединили. Сделали воздушную петлю для подъема. И вяжем по цепочке из воздушных петель 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5 и в последнюю воздушную петлю соединительный столбик. И продолжаем вязать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ручку поправим.
Вот как получается. Немного наполняем наполнителем. И 9 ряд. Здесь вяжем убавку и 2 столбика. Убавка. 1. Ручку опускаем. Следующий столбик 2. Так довязываем до конца ряда, и в конце 9 ряда будет 12 столбиков. 10 ряд, 12 прибавок. Из каждого столбика вывязываем по прибавке. Так довязываем до конца ряда. В конце 10 ряда 24 столбика. 11 ряд. Здесь вывязываем мордочку у медвежонка. Вначале вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот довязали до середины головы. И здесь будем вывязывать уже мордочку. Вывязываем 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. 3 и 4. Провязали 4 петельки и теперь оставшиеся 2 расправляем. Получается такая мордочка, носик. И далее довязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот что получается. Следующий 12 ряд, 24 столбика без изменения. Довязываем их до конца ряда. 13 ряд, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. Повторяем 3 раза. В конце 13 ряда 21 столбик. Теперь переходим на 14 ряд. В этом ряду будем провязывать и убавки, и вывязывать ушки. Вяжем 2 столбика. 1, 2. И теперь будем вывязывать ушко. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать больше или меньше столбиков, чтобы они располагались в тех местах, где должны быть. Вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И вот провязали их с одной общей вершиной. Теперь 2 столбика. 1, 2. Далее убавка. Мы чередуем 5 столбиков и убавка. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. Здесь вывязываем второе ушко. 4 столбика с накидом. 2, 3,
4, 1 столбик и убавка. И довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Получилось 18 столбиков вместе с этими ушками. И вот как оно смотрится. И вот я еще вставила глазки на безопасном креплении. Они 10 миллиметров. Располагаются между 13 и 14 рядами, и между глазками 3 столбика. Также наполнила наполнителем. Следующий 15 ряд. 1 столбик, или маркер, и убавка. И так чередуем до конца ряда. 1 столбик, убавка. Таких будет 6 повторений. И в конце 15 ряда 12 столбиков. Последний 16 ряд, 6 убавлений подряд. Довязываем до конца ряда. И вот, как всегда, осталась сверху небольшая дырочка. И за передние стенки каждого столбика и затягиваем. Вкалываем в середину и выводим сбоку. Расправляем, и вот что у нас получилось. Теперь делаем утяжку. Я беру полухлопковую пряжу, прокалываем вот внизу головы и выводим в уголочке возле глазика. Переходим на второй уголок этого же глаза и выводим внизу через один столбик от хвостика, который оставили. Точно так же делаем со вторым глазом. Теперь подтягиваем за эти хвостики, завязываем на один узелок, все расправляем, переходим на второй глаз, тоже завязываем на один узелок. Так, смотрим, чтобы все было красиво, и завязываем по второму узелку и прячем эти ниточки вовнутрь изделия. И вот приклеила носик, вышила вот такие реснички, получается такой медвежонок. И сейчас вышиваем стебелек. Взяли зеленую пряжу, ставили небольшой хвостик. И теперь один листочек. И второй. Здесь так через один столбик. Завязываем на 2 узелка. И вот такой получается медвежонок. И вот медвежонок готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!